Приветствую вас на канале САМ. У нас вовсю уже идет процесс подготовки к строительству гаража. Гараж будет на большой бетонной плите. Ну а пока мы копаем землю, трамбуем щебень, заливаем эту плиту, хочу вам немножко рассказать про очень интересную тему. Неоднократно мне уже задавали вопрос, как же быть, когда плита крыльца или плита тамбура частично находится в помещении, а частично выходит за его пределы на улицу. Зимой эта плита промерзает, холод поступает в помещение, ну и со всеми вытекающими последствиями. Так вот, в моем случае подобная плита между двумя домами, есть основной дом жилой и соседнее помещение, это котельная. Между ними мне нужно сделать тамбур. Тамбур зимой будет отапливаться, и, соответственно, часть этого тамбура будет служить такой вот плитой, которая будет выходить на улицу как крыльцо. Так вот, для того, чтобы по этой плите тепло из моего помещения не уходило, я буду делать его в два этапа. Сначала я сделаю плиту опорную, большую, массивную, и на эту плиту сверху я залью утепленную стяжку. Применять для этого я буду ЭППС. Ну и давайте посмотрим, как я это все делал и что у меня из этого получилось. Плита примыкает к двум зданиям. Со стороны жилого дома все хорошо. Цоколь утеплен ЭППС, плита будет примыкать к нему и стене из газобетона. А вот со стороны котельной будет часть неутепленного цоколя. Для заливки основной плиты мы удалили плодородный слой грунта, выровняли поверхность песком и тщательно ее протрамбовали. Далее на уже ровную поверхность мы застелили гидроизоляцию и уложили слой пеноплекс фундамент 50 мм. Плиту армировали сеткой из арматуры. При заливке бетона использовали вибратор. На этом этапе все достаточно понятно и просто. ЭППС под плитой уменьшает теплопотери, одновременно выполняет роль утепленной отмостки, не позволяя холоду попасть под фундамент. Прошло необходимое время для созревания бетона, и мы начали делать стяжку. Так как часть плиты будет выходить за пределы тамбура, стяжку пола мы заливали тоже на ЭППС. В данном случае применялся пеноплекс Комфорт 30 мм. Для монтажа ЭППС использовали специальную клей-пену. Перед нанесением поверхность увлажняли. Пеноплекс нужной высоты приклеили сначала на цоколь и внешнюю стену тамбура. Потом сделали основание, проклеивая каждый лист по кромке. На стену жилого здания степлером зафиксировали демпферную ленту. Ну и вот что в итоге у нас получилось. Для того, чтобы в тамбуре было тепло, я решил сразу заложить трубу теплого пола в стяжку. Использовал трубу Валтек 16 мм. Ту же, что и в основном доме. Труба качественная, в работе с ней проблем не возникало. Для крепления трубы к ЭППС использовали скобы с гарпунами. Я не скажу, что держат они прям очень хорошо, но для наших целей вполне достаточно. При заливке стяжки труба не всплыла. Труба теплого пола уложена, можно переходить к этапу заливки стяжки. Для бетона использовали щебень зубок. Это щебень мелкой фракции. Выравнивать такой бетон гораздо проще, чем бетон с крупным щебнем. Да и для системы теплого пола крупный щебень использовать не рекомендуют. В бетон обязательно добавляем фибру и пластификатор. Качественно вымешиваем все в бетономешалке. Заливку производим вручную, поэтапно. Выравниваем поверхность по струнным маякам. Вот что у нас получилось. Гладкая, ровная поверхность стяжки, идеально для укладки плитки. Замкнутый тепловой контур из пеноплекс не позволит теплу уходить из помещения. Главное теперь правильно установить дверь. Но про дверь это уже в другом сюжете. Вот так вот делали мы плиту, вот так вот делали мы стяжку в утепленном контуре. Все получилось. Я думаю, что зимой это все будет прекрасно работать. В помещении будет тепло, и тепло не будет никуда уходить за пределы этого помещения. А теперь хочу ответить на вопрос, который мне задавали в предыдущих видео, в комментариях, не будет ли ЭППС набирать в себя воду, так как это происходит с другими утеплителями. Для того, чтобы тест этот провести, для того, чтобы показать вам все наглядно, я буду использовать обычный пенопласт фасадный и ЭППС пеноплекс. Смотрим наглядный тест. Для теста я использую кубики пенопласта и пеноплекса размером 50 на 50 на 40 мм. Перед началом теста я взвесил кубики. ППС весит примерно 1 грамм, ЭППС 2 грамма.
плотность пеноплекс больше, вот он и тяжелее. В емкость наливаем воду, температура около 20 градусов. Добавляем колер. Помещаем в воду кубики и прижимаем арматурой. Оставляем на несколько дней. Прошло 3 дня. Как и ожидалось, колер выпал в осадок. Вода заметно посветлела. Извлекаем кубики и протираем салфеткой. Далее взвешиваем кубики. За 3 дня кубик пенопласта набрал 1 грамм веса, а кубик ЭППС тяжелее не стал. При нажатии на кубик пенопласта выделяется жидкость, а при нажатии на кубик пеноплекса жидкости нет. Ну вот, как вы успели убедиться воочию, благодаря нашему тесту, воду ЭППС не набирает, пенопласт ППС, который воду набирает, также ее прекрасно выделяет при сжатии. Ну, в общем, его использовать под опору фундамента я бы, конечно, не стал. И нагрузку он выдерживает меньшую, ну и влагу, соответственно, в себя набирает. Ну а что касается ЭППС пеноплекс, я его использую во многих своих проектах. Я не боюсь, что он наберет какую-то влагу, что он промокнет, что с ним что-то произойдет, его продавит. Он есть нескольких серий. Если мне нужно что-то под большую нагрузку, я использую пеноплекс фундамент. Если мне нужно под нагрузку небольшую, я использую пеноплекс комфорт. Так что ничего не бойтесь, смело стройте. Обязательно, конечно, делайте предварительные расчеты, ну и консультируйтесь с грамотными специалистами. Обязательно подписывайтесь на канал. Скоро я вам расскажу про такую вот очень интересную арматуру. А самое главное, сделаю обоснование, почему ее применять можно, и можно это делать безопасно. Спасибо, что смотрели. До новых интересных роликов. Всем пока!